Открыл холодильник, а там в баночке осталось пару ложек сметаны и в пакете столько же майонеза. Не дам испортиться продуктам, сделаю что-то необычное и быстрое. Пицца на сковороде от начала до конца. Привет, друзья! На самом деле это простое приготовление блюда, поэтому подписывайтесь на канал и начинаем. Я сказал во вступлении от начала до конца, потому что у меня нет готового коржа для пиццы, значит тесто я тоже буду готовить сам. И для него, кроме уже упомянутых сметаны и майонеза, нужно одно яйцо и 5 столовых ложек без горки пшеничной муки. Этой пиццы вполне хватит на закуску на троих. На троих. Звучит заманчиво, да? А намек мой в том, чтобы каждый, кто сейчас смотрит этот ролик, отправил ссылку на него, то есть поделился еще хотя бы с 2 своими друзьями. И приступаю к приготовлению. В миску вбиваю яйцо, сметану и майонез туда же. Ложкой все перемешиваю, не солю, в майонезе соль есть. Постепенно добавляю муку и продолжаю перемешивать. Тесто получается очень мягким и липким. Так и должно быть. Выкладываю его в сковороду, распределяю равномерно и смазываю соусом барбекю. Дальше идет начинка, список которой вместе со списком ингредиентов для теста будет в описании ролика внизу. Можно переписать и из бегущей строки. Я для удобства стараюсь выводить на экран подсказки. Кстати, напишите в комментарии, нравятся вам подобные подсказки или они мешают и отвлекают. Раскладываю по поверхности равномерно все ингредиенты в любой последовательности. Помидор нарезаю тонкими пластинами и тоже на пиццу. Его можно слегка посолить и поперчить по вкусу. Посыпаю щедро тертым сыром, накрываю крышку и ставлю сковороду на маленький огонь минут на 15. За это время тесто снизу зарумянится, а сыр сверху полностью расплавится. Выкладываю пиццу на блюдо, добавляю сверху рубленую зелень, разрезаю на части и наполняю рюмочки на троих. Приятного аппетита! Подписывайтесь, жмите на колокольчик, впереди вас ожидает еще много интересных рецептов. Пишите свои комментарии и делитесь ссылкой. Пока!